Думаю, что немногие из вас знают о том, для чего и как создаются сервера в играх, связанных с GTA. Сегодня речь пойдет о серверах San Andreas Multiplayer, Криминальная Россия, Multigrand Theft Auto и GTA 5 соответственно. Узнаем, в чем же их различие, почему одни сервера добавляют что-то новое, а другие стараются подражать другим, переделывая чужие системы на свой лад или нагло воруя их без каких-либо видимых изменений. Также мы попробуем узнать, сколько примерно зарабатывают разработчики серверов, на что уходят ваши донаты и как устроен сервер изнутри. Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске. У микрофона, как всегда, я Бэтмен, и мы начинаем. Думаю, что не каждый из тех, кто сейчас смотрит это видео, знает хоть что-нибудь о таких аббревиатурах, как SAMP, КРМП и МТА. Но многие из вас в любом случае должны знать о серверах, связанных с GTA 5. Контента на YouTube, посвященному этому, куда больше, и хотя бы раз, но вы натыкались на видео, посвященные этой игре. Наверное, стоит начать с краткого объяснения, что же такое мультиплеер во вселенной GTA. Мультиплеер позволяет вам играть на различных серверах с игроками со всего мира, но не стоит путать такие сервера с обычным режимом в GTA 5 Online. Если в GTA 5 Online вы можете столкнуться с игроками, к примеру, из Америки или Германии, и играть вместе с ними в самую обычную GTA 5 с теми же ботами, машинами, миссиями и десятками читеров, которые будут портить вам игру, то на серверах, о которых идет речь в моем ролике, вы их не встретите. Ведь каждый сервер сегодня по-своему уникален и направлен на определенных игроков с определенными интересами. Уточню, что сегодня я расскажу вам только о русских серверах с русским комьюнити. Ведь я не владею достаточной информацией о зарубежных серверах, но если вы наберете на этом ролике, к примеру, 5000 лайков, думаю, я смогу изучить данный вопрос и сравнить русский мультиплеер с зарубежными аналогами. Начнем мы с вами с попытки осознать, чем же отличаются сервера друг от друга, чем привлекают к себе внимание сотен тысяч игроков по всему миру. Ответ очень прост, своими уникальными системами, тем, чего нет у конкурентов, тем, что делает игру для нас с вами более интересной, ведь новая, неизученная механика всегда добавляет новых эмоций, как положительных, так и отрицательных. Тут уже все зависит от самого разработчика и его команды. Начнем мы с вами с того, что попытаемся выяснить, сколько же зарабатывают владельцы данных серверов. Точных цифр у меня, к сожалению, нет, ведь я не могу их знать, не являясь владельцем проекта. Но примерные цифры у меня все же имеются. У некоторых из вас сейчас возник вопрос, зачем считать чужие деньги? Это нам с вами необходимо для понимания того, как устроен проект, почему многие сервера закрываются через месяц после открытия, а некоторые из них не выпускают обновления по полгода и даже больше. Тем более, это и наши с вами деньги тоже, ведь именно мы спонсируем разработчиков, покупая внутриигровые ценности на их серверах. Доходы от серверов могут разниться, от нескольких миллионов рублей в месяц до пары тысяч рублей. Некоторые из вас сейчас немного в шоке, и я вас понимаю. Вы задаете себе вопрос, как на обычном сервере, посвященному игре, которая вышла аж в 2004 году, можно зарабатывать такие огромные средства, да и вообще в принципе получать с них доход. Давайте я вам сейчас все объясню. Как я уже говорил выше, каждый из серверов привносит в устаревшую механику игры что-то новое и что-то уникальное. Игра по своей сути лишь холст, на который разработчик, как художник, наносит картину, которая открывает для нас с вами абсолютно новый мир, который хочется изучить и понять. Но как же они зарабатывают такие деньги? При помощи различных микротранзакций. Ведь чтобы познать все аспекты игры, нужны ресурсы. Начиная от сдачи на водительские права на сервере, чтобы ты смог передвигаться по миру и добраться до следующей локации, заканчивая уникальными машинами и домами, которые другие игроки себе позволить не смогут. Некоторые проекты предлагают игроку пропустить этап долгого накопления средств и траты своего времени различными услугами. Давайте я приведу вам пример. Вы не хотите тратить время на экзамен по получению прав? Купите права в нашем внутриигровом магазине. Не хотите работать на стартовой работе, чтобы накопить на первую машину? Купите внутриигровую валюту на нашем сайте. За счет этих покупок и получаются такие огромные суммы. Бэтмен, то есть ты хочешь сказать, что если я создам свой сервер, я буду получать такие же огромные деньги? Увы, просто создать свой сервер — это крайне сложная и затратная задача. Тут мы с вами подошли к следующей теме для обсуждения. Как устроены сервера изнутри и на что уходят наши с вами донаты. Чтобы создать свой сервер, надо иметь понимание того, что для этого необходимо.
Все начинается с одного человека, который горит желанием создать свой сервер. Если человек талантлив в программировании, дизайне, менеджменте, структурировании, геймдизайне, подборе персонала, администрировании и вообще он киборг из будущего, который никогда не спит, проблем у него не возникнет. Но если вы не он, то вам потребуется команда, которая возьмет на себя часть работы, и где каждый будет делать то, в чем он хорош. За бесплатно, естественно, никто работать на вас не будет. И если у вас нет запаса денежных средств в размере хотя бы 50 тысяч рублей, о успехе вы можете и не мечтать. Успех проекта зависит в первую очередь от грамотной рекламы. Даже если вы сделали идеальный проект, который опережает свое время, и вы все сделали идеально, это не будет иметь смысла. Ведь о нем даже никто никогда и не узнает. Предположим, вы смогли привлечь людей рекламой и вложили в нее часть бюджета. Она станет бессмысленной, если проект не привлечет игрока задержаться на нем. Он зайдет, увидит игру 2004 года с кривой графикой, побегает минуту 2 и покинет его, забыв как страшный сон. Тут в игру вступает команда дизайнеров и специалистов по геймдизайну, которые должны сделать проект легко функциональным, понятным и радующим глаз своим оформлением. Игрок должен легко понимать, куда ему двигаться, что делать, как взаимодействовать с системой проекта и четко осознавать свою цель на нем. Предположим, и тут вы сделали все идеально, и ваш сервер понятен, игрок проинформирован всей нужной информацией, и то, что он видит, на нем, естественно, ему пипец как нравится. Но без скриптера вся эта красота будет лишь красивой картинкой с кучей информации, которая даже не будет работать. Самая важная и ответственная работа ложится на плечи именно скриптера, так как его задача превратить идеи геймдизайнера и дизайнера в полноценную систему, которая будет четко функционировать и выполнять все свои поставленные задачи. Без данного человека вы не сможете сделать на своем проекте абсолютно ничего. На его плечи ложится написание кода для каждой системы проекта. Оптимизация этих систем под устаревший движок игры, который крайне ограничен. Предположим, и тут вы сделали все идеально. Игрок выбрался со спавна, взял стартовые квесты, и теперь ему надо добраться до следующей точки. Но перед собой он видит модельку машины 2004 года. И согласитесь, после шикарного начала видеть такое как минимум неприятно. Тут в игру вступает моделлер, который отвечает за весь автопарк проекта, за его тюнинг и прочие аспекты, связанные с этим. После чего, если игроку потребуется помощь в каком-либо вопросе, ему придется обратиться к администратору, который подскажет ему ответ. И всем этим, и не только людям, надо платить зарплату. Давайте я приведу примерный ценник на услуги всех этих людей, которые должны быть в вашей команде, чтобы сделать сервер с нуля, сделать его уникальным, интересным, красивым и доступным каждому игроку. Скриптер в среднем получает от 10 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от его опыта, скорости работы и прочих аспектов. Дизайнер в среднем получает от 5 до 70 тысяч рублей в месяц. Геймдизайнер в среднем получает от 15 до 100 тысяч рублей в месяц. Моделлер получает в среднем от 10 до 80 тысяч рублей в месяц. Главный администратор получает от 5 до 30 тысяч рублей в месяц. PR-менеджер получает от 10 до 60 тысяч рублей в месяц соответственно. Эти цифры показывают лишь зарплаты от и до определенной цены. Точных я назвать не могу, так как все зависит уже от вас и от того, как вы смогли обсудить условия работы с ними. Можно взять на зарплату только скриптера на первое время, остальных нанять как фрилансеров, которые будут принимать от вас заказы каждый раз, когда вам что-то потребуется. Задание серверов — это крайне сложный, крайне долгий и утомительный процесс, который может как принести вам прибыль, так и увести вас в большой минус, если вы сделали что-то неправильно. Каждый из работников — это шестеренка в огромном механизме, и если сломается хотя бы одна из них, перестанет работать и весь механизм. На все это и уходят наши с вами донаты, на их сервера, на оплату работников, которые привносят вам каждый раз что-то новое на тот проект, на который вы пришли играть. Но не стоит забывать, что есть и другие типы серверов, которые просто выкачивают средства с игроков, просто украв чужие системы, дизайны и идеи, просто завернув их в другую обертку. А потом закрываются, оставляя вас без вашего имущества, а их хозяин покупает себе иномарку, и вы его никогда не найдете и не сможете потребовать свои деньги назад. Так что всегда думайте головой и читайте отзывы о проекте, прежде чем выбрать для себя один единственный, на котором вы захотите развиваться и тратить свои средства на улучшение вашего геймплея на нем. Не забывайте поддерживать перспективные проекты своим онлайном и донатами, ведь именно они привносят в мир GTA что-то новое, уникальное и интересное, тем самым давая вам новые эмоции, новые знакомства и порой даже новых друзей. Огромное спасибо тебе за просмотр, не забудь подписаться и поставить лайк, делись этим видео с друзьями, ну а с вами был как всегда я, Бэдман, услышимся в следующем видео.